Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на июль 2023 года. Если вы пропустили свой июньский расклад, ссылку на него вы сможете найти в комментариях под вашим видео. В первом закрепленном мною комментарии. Ну а мы приступаем к вашему раскладу. Сегодня взаимодействуем с колодами Таро внутренней ведьмы, а также колдовскими Ленорман. Продумайте о тех планах, подумайте о тех планах, которые вы себе запланировали, или продумайте планы наперед. А мы посмотрим, будут ли они реализованы в июле. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Приступим. Общая энергия месяца. У вас будет очень много активности, потому что колесница — это всегда прорыв, это движение вперед, это по сути хаос, которыми вы руководите. Поездки, путешествия, переезды, смена места жительства, все, что связано с транспортным средством. Решили поменять, может быть, там немножко подрихтовать, отремонтировать или сделать тюнинг, еще какие-то нюансы. То есть вам это все будет подвластно. Помимо всего прочего, колесница — это хвататься за несколько дел, за несколько проектов. Это управлять, это руководить, это быть наставником и развивать цепочку событий так, как хочется именно вам. С чем это будет связано? Колесница дьявола — это в первую очередь руководить своими соблазнами, теми триггерами, которые не дают вам покоя, руководить своими зависимостями и их использовать в нужное русло. Поскольку дьявол — это на содержимость, то, знаете, допустим, это одержимость работой, то есть то, что вас развивает, одержимость любимым делом, то, что вам приносит и удовольствие, и реализацию, и доходность. Еще допустим, если вы зависимы от сладкого, то стать как вариант даже кондитером, да, чтобы вам на это сладкое уже так насмотрелись, вам его не хотелось. То есть здесь работа с зависимостями нетривиальным способом, нетривиальным путем. Это не значит, что если у кого-то зависимость от алкоголя, то упиться до смерти. Нет, ни в коем случае. Возможно, производить этот алкоголь, не знаю, там еще какие-то нюансы. То есть вас должно воротить от процесса, чтобы вам больше не хотелось к этому возвращаться. Вот основной посыл этой ситуации. Но в целом эти арканы указывают на поездки, которые для вас увенчаются успехом, особенно если это касается каких-либо командировок или вы трудоустраиваетесь за рубежом. Если смотреть для вас сферу карьеры, работы и реализации, девятка жезлов – это ощущение защищенности. Причем, знаете, как уже на последнем издыхании, когда вам казалось, что все увалится, все идет вон из рук плохо, но тем не менее, знаете, как закрыться, стабилизировать ситуацию и, наконец-то, ощутить какую-то зону комфорта или покоя. Потому что, видите, вот как тлеет огонек. То есть не сдаться, дойти до последнего, дойти до результата. Посмотрим, как этот аркан отобразится для тех, кто у нас сейчас не работает. Пятерка жезлов указывает, что вы понимаете и осознаете вопросы большой конкуренции на рынке. Да, у вас здесь может не быть постоянного источника дохода или какой-то подработки. Она может быть временного характера, но тем не менее периодически она есть и вас это греет. Есть на что опереться. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то девятка жезлов и четверка пентаклей, она же четверка земли, здесь пока стабильность и без изменений. Какого плана? Сейчас объясню. Потому что звезда — это идти к мечте. Колесница и дьявол в связке, в совокупности с этими картами, это возможно получать дистанционно какое-то дополнительное образование, проходить курсы, обретать те навыки, которые вам эту профессию помогут получить. Потому что сами по себе арканы о трудоустройстве здесь не говорят для соискателей. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, опять же, ученик Земли, он же рыцарь Пентаклей. Без изменений. Да, может уже проходить усталость, изнеможденность, эмоциональное выгорание, но здесь не хорошо или не плохо, стабильно. Рутина, скука, которая вас уже одолевает, но тем не менее здесь нет каких-то кардинальных перемен, которые бы шли там для вас со знаком минус. Если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, то девятка жезлов и жрец — это с головой уйти в обучение. Причем здесь вы не обучаете кого-то, а вы перенимаете чей-то опыт, навыки и обучаетесь сами для того, чтобы выйти на новый уровень. Будете вкладываться в знания, в развитие как самого себя, так и, допустим,
вашего персонала, если такового у вас имеется, потому что эти карты показывают на то, что вы хотите поднять уровень квалификации. И это позитивно скажется на вашей деятельности. Если смотреть финансовую сторону вопроса. Инициатива или паж воды, он же паж чаш, говорят о ситуации, что на все хватает. Жизнь сытая, жизнь стабильная. Помимо всего прочего, у кого-то здесь могут как идти, допустим, помощь и поддержка от старших детей, или кто-то будет получать выплаты на детей. То есть здесь есть, знаете, как говорю, какое-то небольшое подспорье. Но тем не менее, смотрите, паж чаш это по сути себе ни в чем не отказывает, даже в каких-то мелких радостях и мелочах. Поэтому в июле в плане финансов будете ощущать себя комфортно. Вопросы здоровья. А вот здесь по аркану отшельник это все-таки вопросы хронических заболеваний, которым стоило бы уделить внимание. Особенно от которых вы отмахивались по принципу не было времени или не было ресурсов, то июль месяц вас заставит этим вопросом заняться. Может так сложатся обстоятельства. Допустим, вы получите финансирование от предприятия, там, пройти бесплатное обследование или там какие-то дотации. Потому что вот двойка пентаклей, она показывает, что есть возможность компенсировать расходы на обследование или на лечение. И как следствие вы воспользуетесь этой возможностью. Вопросы личной жизни. Паж мечей. Ну, могу назвать так, доверяй, но проверяй. Это анализировать поступки и действия партнера или партнерши по отношению к вам, сопоставить с тем, что вы видите, и соотнести со словами вашей второй половины, чтобы понять на самом деле, что же происходит в вашей личной жизни. Могу сказать, тут и вопросы самокопания происходят, и попытки разобраться, что же происходит в личной жизни. Для тех, кто свободен. Но здесь у нас, как вы видите, ложится король мечей, в связке с пажом мечей. Это отрешенность, это отчужденность, это дистанцирование, потому что, видите, вы здесь перерождаетесь внутренне. Поэтому здесь не про отношения, это про глубинную, глубокую работу над собой. Над тем, чтобы устранить своих тараканов, над тем, чтобы по-новому смотреть на жизнь и избавиться от каких-то предубеждений. Если смотреть, анализировать ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то паж мечей и императрица. Здесь для себя кому-то, однако, решить, с кем вам комфортно. Но это в большей степени касается мужчин, потому что здесь определиться, с какой женщиной вы хотите жить дальше, продолжать и строить свою жизнь. Для женщин здесь может поступить предложение руки и сердца, и вы будете анализировать, стоит вам это предложение принимать или нет. Для тех, кто у нас в стабильных союзах. Луна. Выйти на Луну. По какой причине? Здесь может быть ситуация обмана. С чем она связана? У кого-то здесь действительно может быть на повестке дня появиться соперница, потому что все-таки учитель Земли или королева Пентаклей это может быть таковая дама. И второй момент, это просто может быть не совсем позитивное, негативное влияние третьих лиц вашего окружения на вашу семью. То есть какая-то дезинформация, сплетни. И... Потому что, видите, башню открываю, разрушение. То есть люди, которые умышленно пытаются влезть. Даже вот здесь, видите, пятерка воздуха, она же пятерка мечей. Сделать все так, чтобы вы разошлись. Поэтому будьте здесь начеку, и таковых людей постарайтесь из вашего окружения, вашей пары убрать. Потому что у вас даже советы и рекомендации на этот период, обратите внимание, двойка чаш. Во-первых, сохранить то, что вы имеете. Для тех, кто в первую очередь состоит у нас в стабильных союзах. Для кого-то принять предложение руки и сердца. Для кого-то проработать свой внутренний мир, эмоциональную составляющую, для того, чтобы быть открытым к новым отношениям. И в целом этот аркан вас призывает к кооперации, к сотрудничеству, к взаимодействию. То есть, если с чем-то не справляетесь в одиночку, не тяните эту лямку одни. Разделите этот сложный путь с кем-то другим, будь то ваш друг или ваш родственник, или, может быть, ваша вторая половина, потому что совместно всегда легче. И двойка чаш вас к этому призывает. То есть откройся эмоционально, то есть если тебе нужна поддержка, помощь и взаимодействие, то есть заяви об этом, и ты здесь получишь отдачу. Смотрим с вами неожиданность этого периода, какова здесь будет ситуация. Вот здесь женские энергии проходят. Обратите внимание, у вас здесь падает, видите, инь
Падает дерево и падает карта тучи. Это говорит о том, что кто-то может переживать из-за того, что там уходит женственность, молодость, красота. Или из-за того, что, знаете, как угасла какая-то женская энергетика. Вот что-то не клеится. И здесь вы будете этим вопросом заниматься. Тут, видите, открылась янь, да? Мужская энергия. Здесь падает карта медведицы, медведя. То есть это как говорит о том, что как установить взаимодействие, установить связь с противоположным полом, то есть наладить этот энергетический потенциал, этот канал. Дальше, если у кого-то проблемы с вопросами фертильности, либо репродуктивных функций, потому что это справедливо для мужчин или для женщин, это как исследовать и заняться этим вопросом. Далее, в целом, кого беспокоит здесь вопросы омоложения, то есть это заняться вопросами косметологии, это режим питания, возможно, прием препаратов по рекомендации врача для того, чтобы запустить какие-то регенеративные процессы в вашем организме, процессы обновления. Для мужчин это корреляция женской энергии внутри вас. В чем-то ее, знаете, как бы подавить и больше развиваться, ну, как бы мужской энергетики. Не быть зависимым от женского я, не быть там маменькиным сынком, не идти на поводу у женских манипуляций. То есть вам здесь нужно выработать свою стабильную линию поведения, свое видение ситуации и не бояться того факта, что для кого-то вы будете здесь неугодным или с кем-то вы сможете здесь подпортить отношения. Потому что здесь вам нужно перестать основное, это быть инфантильным. То есть вот этот вот момент нужно преодолеть. Я в свою очередь для вас расклад закрою позитивными арканами, чтобы у вас было процветание, комфорт, реализация всего того, к чему вы стремитесь, любовь, благосостояние, счастье и достаток. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите мне, как для вас отыгралась эта информация и этот расклад. Заранее вас благодарю за лайки, за комментарии, за ваши донаты. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Обязательно будете в курсе всех новостей и последних видео. Я вас благодарю за просмотр. До новых встреч!